Всем привет! Новая игра под названием Cult of the Lamp продолжает набирать популярность и отличные отзывы. Поэтому я прошел игру и решил рассказать вам о ней поподробнее. Естественно, постараюсь так, чтобы сильно не спойлерить. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра! Как всегда, начнем с того, что отвечу на вопрос, кто является разработчиком и что вообще за жанр игры. Вышла она 11 числа и представляет собой стратегию инди-приключения с множеством элементов экшена. Ее разработчик Massive Monster, а издатель Devolver Digital. Сразу отвечу насчет онлайна. Мультиплеера в игре нет, так как она однопользовательская. Но, возможно, это до поры до времени. На данный момент игра доступна для покупки помимо ПК, также и на консолях. Что ж, а теперь давайте ближе к разбору самой игры. И начнем, пожалуй, с сюжета и геймплея. Начинается игра с того, что ягненок, который, кстати, является нашим главным героем, попадает в плен к каким-то культистам и странным созданиям, что хотят принести его в жертву. Но вдруг, когда главный герой уже отправился в другой мир, появляется тот, кто ждет, и возвращает ягненка к жизни. Но при одном условии, что он примет некую алую корону, создаст свою религию, культ и склонится перед этим тем, кто ждет. Как раз таки здесь и начинается самое интересное. Спустя какое-то время вы попадаете в локацию, что в будущем и будет вашим поселением культа. На первый взгляд, эта локация вам покажется достаточно большой, но на деле позже вы привыкнете, и она уже будет казаться маленькой. В игре достаточное количество коротких диалогов. Это станет понятно с начала прохождения. Как раз таки в этих диалогах показаны и даже выделены объяснения и намеки касательно той или иной постройки, похода, оружия и прочего, что нужно знать для развития деревни и не только. Помимо диалогов с персонажами, куда бы вы ни нажали, везде будет объяснение и статистика, и это не может не радовать. В этом мире вы точно не потеряетесь и не запутаетесь. Что ж, раз уж мы дошли до места, где и начинаются приключения, поговорим чуть подробнее о самой деревне. Данная локация — это основное место, где вы будете проводить большую часть времени, главной задачей в котором является постройка и развитие своего культа и поселения. Здесь можно строить огромное количество разных зданий, но естественно, чтобы их построить, вначале вам нужно будет их разблокировать, а после добыть ресурсы и деньги, которые можно найти на самой локации поселения, а также в других локациях, которые вы увидите в путешествиях за пределами базы. Касательно ресурсов на территории самого поселения, когда вы вырубите все деревья и разобьете все камни, нужно будет ждать, пока они появятся снова. Это где-то 1-2 игровых дня, поэтому не забывайте об этом. Помимо обычных ресурсов, позже во время прохождения вы узнаете о том, что обычные ресурсы можно будет улучшать с помощью специальной постройки, где жители зачаровывают эти ресурсы, превращая их в новые. Например, дрова вы можете превратить в доски, также и с другими ресурсами. В игре присутствует механика, которая позволяет улучшать поселение и открывать новые постройки. И для того, чтобы их открывать, вам нужны очки откровения. И самое неотъемлемое для получения этих очков — это жители, или другими словами последователи. Они будут поддерживать главного героя, принимая его религию и законы, а также приносить очки веры. Именно центральный алтарь в поселении отвечает за меню построек и является собой обычную статую, которой поклоняются жители. Чем больше у вас будет жителей и доверия этих самых жителей, тем больше вы будете получать очков веры во время того, как они будут поклоняться этому алтарю. Также эти очки можно получить, когда последователи переходят на новый уровень доверия, когда вы дарите им подарки и благословляете их. В игре достаточно мелкой механики, что позволяет зарабатывать очки и доверие. Вы это увидите сами. С каждым новым уровнем развития вашего поселения вам нужно будет набрать новое определенное количество очков веры, чтобы получить одно откровение. За это одно откровение вы можете открывать новые постройки. А для того, чтобы перейти на новый уровень и разблокировать здания и сооружения, вам нужно открыть определенное количество построек на каждом из этих уровней. Вот так работает механика разблокировки разных построек в игре. Касательно самих построек, как я и сказал, в игре их действительно много, и некоторые вы будете открывать даже после прохождения сюжетной линии. От рассады и домиков миссионера до туалетов и прочих зданий, что помогут преобразовать и улучшить состояние культа. А теперь давайте поговорим про самих последователей. За каждым последователем, что принял вашу религию, нужен свой надзор. Вы, как создатель этого культа, должны будете следить за жителями и прислушиваться к их мнению. В игре есть механика, которая дает возможность подслушать мысли. Она поможет определить состояние всех последователей и понять, какое качество жизни в вашем культе. Каждому жителю можно дать личное задание: рубить деревья, добывать камни, молиться у алтаря и многое другое, что будет открываться постепенно. Касательно деревьев и камней, я говорил в начале ролика, что если вырубить их все, то нужно будет ждать, пока они вырастут. Вы можете спросить, как же их тогда добывать, пока они растут. Помимо других локаций за пределами поселения, можно построить специальные шалаши дровосека и камнелома. Также последователи могут расстраиваться, ругаться и даже ревновать, а могут и заболеть, если вы не будете убирать отходы на всей территории культа. Бывает
Бывают и такие индивиды, которые не поддерживают вашу религию, и их нужно перевоспитать. Для этого в игре есть тюрьма, где вы будете перевоспитывать поселенцев, если те нарушают здешние правила. Кстати, здесь хочу сказать свое личное мнение по поводу уборки. Убирать на территории приходится довольно часто, и советую не пренебрегать этим. Всегда, когда вы будете возвращаться из путешествий, убирайте на территории и повышайте доверие ваших жителей. Так будет намного меньше проблем. Это касается еще и питания. Следите за качеством блюд, которые вы готовите. Это все влияет на здоровье жителей. Помимо хозяйства и быта, в деревне присутствует много интересностей, связанных с самой религией, и большинство улучшений находится в специальном здании, что по сюжету вы также построите. Именно здесь вы должны будете каждый день устраивать проповеди, которые помимо другой механики игры будут поддерживать показатель доверия и поддержки вашей религии. А еще проводить разные ритуалы, которые вы будете получать при открытии новой заповеди. Для того, чтобы открывать новые заповеди, вам потребуется собрать одну скрижаль. Ее части вы можете получить как и за пределами культа, так и внутри. Если говорить про поселение, то здесь вы будете получать части скрижали за разные действия. К примеру, когда ваш последователь переходит на новый уровень. А что по поводу за пределами, то там вы сможете их выбить с боссов и сундуков. Кстати, в игре есть несколько видов боссов. Мини-боссы и главные боссы. Как раз таки с главных боссов, помимо разных предметов и монет, обязательно падает их сердце. Данное сердце можно потратить в алтаре короны на улучшение главного персонажа. В игре просто офигенная механика настройки религии. В последней вкладке вы можете посмотреть на саму книгу заповедей, в которой хранятся все ветки ваших заповедей, которые вы выбирали. Да, выбирали. Во время того, когда вы будете провозглашать новую заповедь, у вас будет выбор. Одна карточка из двух. Поэтому в этом моменте будьте внимательны и выбирайте на основе ситуации в культе. В некоторых карточках вы получаете доступ к ритуалам. Ритуалов много, и они все по-своему полезны и интересны. Вы можете принести жителя в жертву, устроить пир или даже жениться на ком-то и устроить свадьбу. Каждый из ритуалов влияет на доверие к религии. Поэтому, если вы собрались проводить какой-то ритуал, нужно посмотреть, не навредит ли он. Кстати, другие карточки, которые будут падать, будут являться законами. То есть они будут менять взгляды жителей в культе. Если ранее они были против пиров, то после принятия закона они будут за. И после проведения пира доверие к религии возрастет. Что ж, друзья, я считаю, что самое важное о самом культе я рассказал. Но также есть и другие приятные мелочи в виде украшений, покрытия на пол, статуи и названия культа как вам угодно. И все эти постройки в виде украшений тоже влияют на доверие последователей. Ах да, совсем забыл сказать, что также есть возможность продавать предметы. Если у вас будет слишком много какого-то предмета, вы можете его продать и получить за это монеты. В случае с продажей, я считаю, что в игре всегда хватает костей. И вот как раз их можно продавать пачками. А теперь давайте поговорим про путешествия и мир за пределами культа. Когда вы выходите из поселения, вас встречает небольшая локация, где находится 5 дверей. Эти двери — это телепорт в иные места. Опять их потому, что в игре всего 5 главных боссов, от которых нам нужно избавиться по сюжету. Начнется ваше приключение с мира под названием Чаща. Как раз там вас познакомят с основной механикой боя, разными видами врагов и другими приятными плюшками. Сейчас поговорим про них подробнее. Путешествовать по одной и той же локации вы будете не один раз. Каждый раз при входе в дверь вам будут рандомно выдавать стартовое оружие, основное и дополнительное. Оружия в игре много, каждое по-своему уникально и имеет уровни силы. Если вы не можете справиться с боссом с помощью какого-то оружия, в этом случае вам нужно искать место, где это оружие можно поменять, или же оно выпадет из сундука, который появляется после прохождения каждой локации. Исследуя тот или другой уровень, вы будете натыкаться на такого картежника. У него вы можете всегда вытащить наугад карту Таро, что дает бафы на время прохождения локации, а по завершению локации они проходят. Эти карточки могут также выпасть из сундуков, или вовсе их можно даже купить у этого же персонажа рядом. На примере Чащи, после прохождения всех уровней локации, вы увидите, что в конце после победы над боссом будет дверь, на которой постепенно будут загораться лампочки. Всего таких лампочек 4. Когда вы пройдете 3 раза одну и ту же локацию Чаща, на 4-й раз в конце дверь откроется и приведет вас к одному из главных боссов. После каждого уровня вы выбираете направление, куда вы хотите пойти. Выбор большой. Можно посетить уровни, в которых вы сможете добывать ресурсы, пополнить свое здоровье, спасти пленников и забрать к себе в культ, пожертвовать монеты в дерево, что даст вам еще больше. А также можете повстречать других персонажей, что откроют для вас места на общей карте игры. Про эти места я расскажу чуть позже. В общем, вы найдете много интересного и разного, что подарит вам хорошие эмоции. Боевка в игре очень классная. Вы чувствуете каждый удар, а если играете на геймпаде с вибрацией, то соответственно и вибрацию. Видов врагов в игре тоже много, они все по-своему вам мешают. Больше всего меня бесили враги, что стреляют огненными шарами. У боссов это частое явление, будьте к этому готовы. Эти шарики снимают достаточно много хп. Кстати, сложность в игре можно менять в любой момент в настройках. Чем выше сложность, тем реально мощнее становятся враги, и это будет еще
еще то испытание. Если вы думаете, что на самом легком уровне это будет изи, то не рассчитывайте на мега легкость. Даже на легком уровне в некоторых моментах нужно сосредоточиться. После победы над первым главным боссом вы вернетесь к себе домой и обнаружите, что вам будет доступна следующая дверь. Все эти двери открываются только тогда, когда у вас будет определенное количество последователей. Так что во время путешествий старайтесь их спасать чаще. По боевке все. Не буду очень сильно углубляться в подробности, так как видео затянется надолго. Могу сделать видео с советами по игре. Пишите в комментарии. Как я и обещал, сейчас расскажу про общую карту игры. Помимо нашего с вами поселения и миров за дверьми, у нас есть и другие локации, где можно расслабиться, купить или получить разные предметы. К примеру, можно ловить рыбу, покупать чертежи, облики для своих последователей и многое другое. На каждой из таких локаций всеобщей карты есть квестовые персонажи, которых, кстати, вы повстречаете во время походов. Я об этом вам как раз уже говорил. Они дадут вам дополнительное задание. К примеру, собрать грибы в количестве 20 штук и принести, а вам взамен дадут награду. Также и с рыбой, кстати. Что ж, дорогие друзья, я считаю, что игра заслуженно получила крайне положительные отзывы в Steam и на Метакритике. 82 балла от критиков и твердая 8 от геймеров. Сама по себе игра очень увлекательная и имеет клевую механику, а путешествия с боями не оставят вас без эмоций и приятных впечатлений. Это также касается и сюжета, он довольно интересный. Я очень стараюсь ради вас сделать видео как можно быстрее, поэтому поставьте лайк и подпишитесь на канал. Каждая подписка и лайк — это огромная мотивация для меня. Также не забывайте про комменты, я читаю каждый комментарий. Огромное спасибо за просмотр, все важные ссылки есть в описании. До встречи в новых роликах, бай-бай.